Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам очень странный кулинарный ролик. Точнее, странным он покажется, я думаю, значительной части моих подписчиков, моих постоянных зрителей, потому что в этом ролике все будет очень не так. Но прежде чем мы начнем говорить о кулинарии, я хотел бы попросить моих постоянных зрителей, моих подписчиков и просто людей, которые хорошо относятся ко мне и к нашему труду, переключиться на VPN. Включите, пожалуйста, VPN, если он у вас есть, и смотрите, даже если вам все видно и так, смотрите через VPN, через такие страны, как Швеция, Норвегия, США, там, Англия, Германия и так далее. В общем, кому что нравится. Если вы будете смотреть как бы через эти страны, то таким образом вы компенсируете нам недостаточную монетизацию, которую ввел YouTube. Ну вот, теперь о кулинарии. Наверное, каждый, кто интересуется кулинарией, хоть раз в жизни видел такие комментарии, а может быть, даже и сам их писал. Люди пишут: приготовлено неправильно. А что означает это слово «неправильно»? Ведь оно не означает «приготовлено плохо». Правильно, неправильно – это неравнозначно. Плохо и хорошо. И правильно, неправильно неравнозначно тому, что вкусно или невкусно. А вдруг приготовлено неправильно, но получилось еще вкуснее, чем если готовить по правилам. По правилам кулинарии. Откуда вообще берутся правила? Вообще в любой сфере человеческой жизни берутся правила. Есть правила гигиены, да, ну, надо чистить зубы, чтобы зубы рано не выпали. Да? Есть правила дорожного движения, там, как говорят, написанные кровью. Есть правила авиационных полетов. И есть правила приготовления еды. Я хотел бы обратить внимание, что во многих национальных кухнях правила имеют некоторую разницу. Потому что эти правила были сформулированы на основании народного опыта, полученного в совершенно разных условиях. Понимаете, люди, живущие в Италии, готовят еду не так, как люди, там, тысячелетиями жившие вот на территории России. Здесь прохладно. Можно сказать, даже холодно, большую часть года, больше полугода в году приходится топить печь. Горят дрова, печь нагревается. Очень долго внутри дома есть пространство внутри печи, в которой сохраняется жар. Поэтому большинство русских блюд – это еда, которая готовится долго. Совсем другое дело в Китае. В Китае основное топливо – это хворост. Таких вот дров, как у нас, нет. Нет необходимости топить дом, отапливать дом больше полугода в году. Поэтому вся еда готовится очень быстро. На хворосте, который быстро вспыхивает, дает мощное пламя и быстро прогорает. Поэтому за эти 2, 3, 5, 6 минут надо успеть приготовить 2-3 блюда. С другой стороны, есть правила кулинарии, которые общие, что для русских, что для французов, что для китайцев. К примеру, летом мясо быстро портится, жарко, поэтому летом едят меньше мяса. Но летом поспевают какие-то овощи, какие-то растения, какие-то коренья, клубни и так далее. И больше используется овощной еды, фрукты какие-то и так далее. Есть общие для кулинарии правила, что яйца, прежде чем их разбивать, необходимо помыть. Почему? Потому что эти правила основаны на науке. Да? Мясо в тепле протухает. Кислое молоко поставь нагревать. Хоть в Китае, хоть во Франции, хоть в Италии оно створожится, свернется молоко. То есть следует четко разделять знания о кулинарной науке и кулинарные правила. Кулинарная наука, как и любая другая наука, требует серьезных усилий для ее изучения. Потому что кулинария и кулинарная наука базируются одновременно на множестве наук.
биология человека, анатомия человека, как работает у человека пищеварение. Кулинар-ученый должен понимать, хотя бы иметь представление об этом. Физика, химия, будете смеяться, математика и геометрия. Я вам приведу один пример. Скажем, кто-то, какие-то повара знают правила, что на килограмм фарша мясного уйдет, скажем, к примеру, 2 килограмма теста, чтобы приготовить пельмени. Да? И знают эти пропорции. Но дай этому человеку задачу. А теперь сделай мне пельмени в 2 раза крупнее. Замеси столько теста, чтобы хватило на пельмени в 2 раза крупнее, и сделай столько фарша, чтобы хватило как раз истратить вот все это тесто. Либо сделай пельмени в 2 раза мельче, и чтобы тесто и фарш израсходовались одновременно. Вот здесь уже вступает дело геометрии. Необходимо уметь высчитать площадь поверхности условного пельменя. Понимаете? Ведь от этого зависит тесто. Тесто невозможно раскатывать тонко до бесконечности. Слишком толстое тесто будет не очень вкусно. Я привел вам всего лишь навсего один пример необходимости научных знаний для тех, кто занимается кулинарией как наукой. Но большинству поваров кулинария как наука в жизни практически не нужна. Ему необходимы рецепты, необходимы кулинарные правила. Кулинарные правила, которые продиктованы либо историческим опытом народа, либо, скажем, санитарно-эпидемиологическими службами. Да? Чтобы не отравить людей, надо готовить под таким правилам. Учить повара, который закончил едва школу, либо закончил кулинарный техникум, всей медицине санитарной нет надобности. Нет надобности учить его полноценной, хорошему уровню знаний химии, физики и так далее. Уж тем более, не говоря, математика, термодинамика. А в кулинарии термодинамика прямо одна из важнейших базовых наук. Мы готовим еду, мы нагреваем ее. Мы передаем тепло от огня, либо от какой-то горячей посуде продуктам. И должны нагреть так, чтобы продукты получили наилучший вкус. Так вот, все правила, которые в кулинарии используются, это правила, написанные одними людьми для других людей, скажем так, не самых образованных, образование которых позволяет прочитать, запомнить эти правила и использовать их всю свою жизнь. Но это скучно. Для меня это скучно. Я надеюсь, что и для вас это тоже очень скучно. Я надеюсь, что меня смотрят в том числе и люди с высшим образованием. И я предлагаю больше внимания уделять кулинарной науке. Сегодня я покажу вам рецепт плова. Да-да, опять плова, основанный на кулинарной науке и на тех выводах, которые я сделал, исходя из личного опыта приготовления плова, изучения плова в самых разных регионах, всевозможных рецептов, и создал, надеюсь, что весьма удачный рецепт плова, который будет понятен и пригоден даже начинающим. И я хочу привести вам наглядный пример. Тем, кому достаточно кулинарных правил, о плове довольно прочитать вот этой маленькой книжки. Здесь совсем маленькая книжка, безо всяких объяснений, почему надо делать именно так. И здесь изложено 12 базовых рецептов плова, основываясь на которых можно, в принципе, ресторан открывать. Если ты знаешь 12 рецептов плова, 12 рецептов, про другую книжку я говорю, приготовления блюд в казане, других, не плова, 12 рецептов шашлыка, 12 рецептов блюда из мяса, все, ты готовый шеф-повар, можешь открывать ресторан, если ты выучил эту книжку. Но если ты хочешь большего, извиняюсь, вы, если хотите большего, то вам нужна вот такая книга. Вот такая книга, в которой изложено, почему надо делать именно так. Каждый этап приготовления плова
я подвергал экспериментам. Я использовал весь свой опыт, более чем 40-летний опыт приготовления плова, все мои знания, которые я накопил за это время, все знания, которые накопили множество народов, которые готовят плов, и собрал все это, включая с некоторыми научными выводами, научно обоснованными выводами, вот в эту книгу. То есть вот эта книга про науку приготовления плова, и здесь, наверное, 40 рецептов плова. И здесь просто чтобы готовить плов. Научиться готовить плов, не понимая, что, зачем и почему. Но в качестве шпаргалки идеально. О книгах мы поговорим позднее. А сейчас давайте посмотрим ролик. Доброе утро, дорогие друзья! Это программа о вкусной и здоровой пище. Меня зовут Сталик Хантишиев, и я приглашаю к экранам тех, кто не умеет готовить плов. Мы сегодня плов приготовим очень быстро. Я включаю секундомер и хочу показать вам, что готовить мы будем на самой обычной плите. Мясо можно взять какое есть. Можно взять баранину, можно взять говядину. Кто готовит с курицей, пожалуйста, можно взять курицу. Можно взять даже свинину. Не слушайте тех, кто говорит, мол, плов это только. Вот как только вы услышали слово «только» о приготовлении плова, перестаньте слушать этого человека и слушайте меня. Я вас плохому не научу. К слову, чтобы зря не тратить время, я включаю электроплиту и наливаю в казан обычное масло. Я оговорился, сказал по привычке казан. По сути дела, это кастрюля. Да, толстостенная, да, алюминиевая, с каким-то покрытием. Зато масло у меня самое обычное. Я налил, думаю, 160-170 грамм обычного растительного масла и поставил его разогреваться. А тем временем нарезаю мясо кубиками. Принято думать, будто плов это на 3 часа. Ну да, если готовить плов на дровах, да по всем правилам, то может быть 3 часа и уйдет. Но я хочу показать вам очень простой, при этом надежный способ, как приготовить плов из очень простых, доступных продуктов и гораздо быстрее. Я думаю, что этот рецепт вам понадобится в повседневной жизни. Масло практически нагрето, и я опускаю в масло лук, и сразу же следом за луком я опускаю все мясо одновременно. Когда я готовлю плов по всем правилам, я сначала обжариваю лук, а уже потом жарю мясо. Но сегодня мы готовим не по правилам. Сегодня мы готовим просто обычный вкусный плов. Пока перемешивать ничего не надо. Пусть лук и мясо жарятся. У нас есть время, чтобы поговорить о пропорциях. Я взял ровно 1 килограмм мяса. Хотя на самом деле можно было бы взять и 800 грамм мяса, и 700, и даже полкило. И плов все равно получится очень вкусным. Моркови я взял ровно 900 грамм, потому что и риса у нас будет 900 грамм. Уже минут 5, как жарится мясо, и запахло жареным луком. Перемешиваем. Вы видите, обоняние меня не подвело. Часть лука едва-едва начала краснеть. Поэтому с забитым носом, да еще и курящим, плов готовить противопоказано. Я еще раз повторяю, что растительного масла я взял 160-170 грамм. А вот топленого, которое понадобится несколько позднее, я взял примерно граммов 100. Понадобится головка чеснока и перца. Впрочем, это опционально. Можно чеснок и перец не класть. Отдельно мне понадобится кастрюля с кипящей водой. В этой кастрюле у меня 4 литра воды. А вот эта кастрюля имеет объем примерно литров 6. И этого вполне достаточно для того, чтобы приготовить плов из, скажем, 1 килограмма риса, либо из кило 200. Но плов из 900 грамм риса – это достаточная порция для 10 человек. То есть, если ваша семья состоит из 5, то берите 900 грамм риса, ну, мясо сколько будет, столько и положите, и этого будет достаточно, чтобы очень вкусно поесть 2 раза. Еще я хочу сказать о количестве лука. Я часто читаю в интернете, мол, лука надо брать столько же, сколько риса, мяса и моркови. Это абсолютно неверное утверждение. Попробуйте пожарить лук отдельно, потом долить в него немного воды, потушить его, потом поварить его, потом выпарить всю эту воду. И вы посмотрите, что у вас останется. У вас останется очень вкусный плов. Плов с огромным количеством риса. Во-первых,
получается довольно липким, а во-вторых, очень часто пригорает, потому что лук на 12% состоит из сахаров. Это не та сахароза, которую мы в чай добавляем. Это другие сахара, которые, тем не менее, очень охотно пригорают. Мясо я посолил сразу. И сейчас, если вы того желаете, довольно уместно поперчить мясо. Черного перца можно взять примерно пол-столовой ложки. И поверьте, это не будет остро. Это будет вкусно. Это будет очень аппетитно. Ведь перец еще будет жариться, потом вариться, тушиться и так далее. То есть от перца ничего, кроме витаминки для улучшения аппетита, не останется. С мясом и луком все хорошо. Лук начал таять. Я убавляю нагрев ровно в половину. То есть нагрев на середине. И вот теперь самое время опустить в казан морковь. Но у нас есть еще чеснок и перец. Перец свежий, он приготовится очень быстро. А вот чеснок я закладываю прямо сюда, прямо в масло. И укрываю чеснок морковью. Поверх моркови я укладываю перчик и посыпаю морковь зирой. Ныне эта приправа вполне доступна, ее можно купить даже в любых супермаркетах, продают в пакетиках. Кто-то может вам рассказывать: нет, настоящая зира, это только где-то там. Вот пусть они там и плов едят, а нам пора заниматься рисом. Сейчас я покажу способ приготовления риса, по которому его не надо замачивать вместе с солью в горячей воде. Вот у нас кипит вода, 4 литра воды. И в эти 4 литра воды я добавляю ровно 4 ложки соли. Да, не беспокойтесь, рис не возьмет лишнюю соль, все будет хорошо. И столько воды он, разумеется, не выпьет. Он впитает в себя ровно столько влаги, сколько способен впитать за 4 минуты. И теперь, чтобы этот рис правильно приготовился, чтобы он не осел весь на дно, я слегка помешиваю его, помешиваю до тех пор, пока рис снова не закипит. Послушайте, что очень важно. Кипящей воды должно быть много. Минимум 4 литра, если мы собираемся готовить 900 грамм риса. Если меньше, то можно воды уменьшить. Огонь под кастрюлей в тот момент, когда мы засыпаем рис, максимальный. Очень важно, чтобы вода с рисом вновь закипела очень быстро. И вот с момента закипания отсчитываем ровно 4 минуты. Цифры проверены более чем 40-летним опытом. Кроме того, кто-то сейчас может начать разговоры про то, что настоящий узбекский плов так не готовят. Мы были в Узбекистане, и там готовят плов в одном казане. Я отлично умею готовить плов в одном казане. Но дело в том, что Узбекистан достаточно большая страна. Помимо Ферганы, помимо Ташкента и Самарканда, есть еще Бухара и есть еще Хорезм. Так вот, и в Бухаре готовят плов, для которого рис отваривается отдельно. И в Хорезме готовят так называемый сузма-плов. Слово «сузма» означает на узбекском и на азербайджанском языке, что с чего-то стекла вода. И сейчас мы с риса сцеживаем воду. Вот он, рис почти что готов, полуготов. В любом плове рис готовится в 2 этапа. Сначала он варится в воде. Да, иногда это бывает прямо в казане. Прямо в зирваке варится рис. Рис впитывает в себя воду. Казан накрывают крышкой. И начинается второй этап приготовления риса. Запаривание. Да, плов – это непременно рис, приготовленный в 2 этапа. На первом этапе отваривание и на втором этапе запаривание. Но еще, если это плов, то рис должен быть промаслен. Можно, конечно, взять бараний жир. Курдюк. Все любят курдючные выжарки. Еще можно взять, конечно, хлопковое масло. Но выбор жира либо масла для плова не должен ограничиваться исключительно аутентичными продуктами. Я беру топленое масло. И уверяю вас, рис, приготовленный на топленом масле, получается еще вкуснее. Особенно вот такие белые и достаточно крахмалистые сорта. Мы пересыпаем рис в сковородку с маслом. Посмотрите, сыпется как зернышко к зернышку. Да-да, я сейчас прогрею рис вместе с маслом. Дам ему слегка просохнуть, причем в очень ускоренном режиме. Понимаете, сколько бы он сох там, в казане. Над морковкой, над луком, над мясом, над продуктами, которые содержат в себе влагу.
И эту влагу они охотно отдают именно в рис. А рис – продукт, который при нагревании охотно впитывает в себя влагу. Долго держать рис в сковородке не надо. Вот он начал трещать, и все, достаточно. Вернемся к казану, а точнее к кастрюле, в которой готовится сегодняшний замечательный, очень быстрый, но при этом абсолютно нетрадиционный плов. Пожалуйста, острословы, не вкладывайте сюда никаких двойных смыслов. Это всего лишь навсего плов, который мы готовим при помощи знаний. При помощи знаний, которые накопил узбекский народ, азербайджанский народ, персы и все другие народы, которые традиционно готовят плов. Нам с вами сегодня очень важно получить хороший результат. И мы его обязательно получим. Сейчас. Я только разровняю слой риса и накрою его крышкой. Мы готовим уже 55 минут, но осталось только 20. Накрываем крышкой. Если крышка недостаточно плотная, то, может быть, есть смысл укрыть рис еще и тарелкой. А что это я вам все рассказываю, как по радио? У нас телевидение. Лучше я покажу. Вот обычная тарелка, которую я укладываю на слой риса вверх дном. Опа. И все. Теперь у меня вот здесь сверху образовался термос, и рис отлично прогреется. У нас есть 25 минут. 25 минут на то, чтобы накрыть стол, на то, чтобы нарезать из замечательного лука и 4 очень красивых помидорок салат к плову. Плов – еда весьма рациональная, очень вкусная. Но я советую употреблять его непременно с салатом из лука и помидоров. За оставшиеся 5 минут я хочу пояснить, что сегодня происходило. Самая большая трудность приготовления плова – это точно рассчитать количество воды, которым заливается рис. Именно здесь большинство и совершают ошибки. Потому что даже когда знаешь, что вот, например, на килограмм этого риса необходимо налить 2 литра воды, никто не знает, сколько влаги осталось в мясе, луке и помидорах. А ведь эта влага тоже впоследствии выделяется и впитывается в рис. И если рис получил излишнее количество влаги, то в результате он получается липким, как каша. Как каша рис может получиться и в том случае, если его поверхность не покрыта маслом. Но сегодняшним способом мы преодолели все препятствия. Во-первых, весь лишний крахмал остался там, в той кастрюле, в которой мы варили рис. Во-вторых, рис получил ровно столько влаги, сколько необходимо. Да, еще и сейчас морковка, лук и мясо выделяют влагу, и эта влага вскипает, превращается в пар, и рис доготавливается. Поэтому, если вам кажется, что рис еще слегка не готов, смело закрывайте казан. Вот за эти 25 минут рис доготовится, плов получится отличным. Только не забудьте подогреть большое керамическое блюдо. Именно на большом керамическом блюде лучше подавать плов. На большом блюде плов остывает гораздо дольше. Итак, ровно 1:20. Плов готов. Я выключаю нагрев и вскрываю казан. Рис перед подачей необходимо взрыхлить. Посмотрите, каким он получается. Идеально рассыпчатым. Подавать ли его слоями или перемешать плов? Дело ваше. Я родился в Фергане. Ферганский плов обычно перемешивают. Перемешаю, пожалуй, что и я. Накладываем, раскладываем. Могу сказать, что такой плов имеет смысл приготовить даже тем, кто считает себя знатоком, умелым знатоком, кто умеет готовить традиционный ферганский, самаркандский, ташкентский, бухарский плов. Попробуйте хоть раз, и вы не пожалеете. Я вам это обещаю. Посмотрите, полюбуйтесь. Кажется, что мясо даже больше, чем риса. Так что, на мясе, пожалуй, что можно даже и сэкономить. Нельзя экономить только на знаниях о плове. Да еще, пожалуй, что на масле и хорошем рисе. Приятного вам аппетита!
спасибо, что досмотрели до конца. Чем больше вы смотрите, чем дольше вы смотрите наши ролики, не проматывая, и особенно не проматывая рекламу, тем больше мы зарабатываем. Но сейчас я хочу занять всего лишь навсего одну вашу минуту на то, чтобы помочь заработать одному моему хорошему товарищу, могу сказать даже другу, Сергею Майорову. Здравствуйте, меня зовут Майоров Сергей, я руководитель сайта livingshop.ru. Более 10 лет я знаком со Саликом Канкишиевым, у нас с ним хорошие отношения, у нас есть с ним партнерские программы. В частности, есть несколько видов оборудования, которые мы с ним совместно разработали. Вот конкретно вот эта печь мы с ним вместе разрабатывали по его рекомендациям нашего воплощения. То есть мы занимаемся продажей товаров для казана, для мангала, для вок. У нас есть печи газовые, есть дровяные, есть российских разработок и производства, есть немецких производителей, есть китайских. То есть мы постоянно занимаемся совершенствованием и внедрением различных новых моделей для вас. Поэтому заходите на наш сайт, у нас постоянно обновляется ассортимент, у нас много чего вам предложить. Все, что связано, скажем так, с барбекю, вы найдете на нашем сайте. Спасибо. Подтверждаю слова Сергея Майорова. Почти что все то оборудование, о котором вы меня очень часто спрашиваете, где взять такую газовую горелку, где купить очаг, где купить казан, где купить такую шумовку. Все это продается у Сергея Майорова, включая отличные грили, мангалы и так далее, и так далее, и так далее. Одним словом, если вы на самом деле увлечены кулинарией, то вам прямая дорога к Сергею Майорову рекомендую. Это нормальный, порядочный человек, что в наше время очень важно. Ну а теперь еще одна реклама, которая, я надеюсь, для вас будет очень интересна. Я хочу рассказать вам о моих книгах. Дорогие друзья, многие знают меня как видеоблогера, как телеведущего, но на самом деле я являюсь автором множества кулинарных книг. Все вот эти книги я написал сам, сфотографировал все фотографии сам, и это, пожалуй, что главный труд моей жизни. Одна из моих самых любимых книг – это книга «Плов. Кулинарное исследование». Эту книгу следует читать немного не так, как остальные книги. Она раскрывается и читается не вот так, а как компьютер, как ноутбук. Вот так. Знаете, для чего это сделано? Дело в том, что кулинарная книга должна жить на кухне. На кухонном столе, как правило, не очень много места. Когда мы разворачиваем книгу вот так, она занимает вот сколько места. А если мы книгу поставили вот так, у стеночки, она занимает место ровно в 2 раза меньше. Вы видите, какого качества эта книга. Видите, сколько труда в нее вложено. Но я хотел бы рассказать о ней немного поподробнее. Здесь очень много теоретических статей, которые объясняют, почему необходимо готовить именно так, почему рис необходимо замачивать, как его промывать, при какой температуре образуется клейстер, крахмальный клейстер, и почему рис становится липким, почему плов становится тяжелым. Эта книга рассказывает о всем многообразии блюда под общим названием плов. Ведь для многих плов – это блюдо, которое готовится в казане, в котором есть непременно мясо, лук, морковка, рис, иногда чеснок, перец, горох, изюм, кто к чему привык. Но на самом деле плов – это очень многогранное блюдо. Плов можно приготовить с любыми продуктами, если у вас есть рис, вода и масло. А иногда можно приготовить даже и без риса. Можно сам рис заменить какой-то крупой и оставить технологию приготовления плова. Здесь, разумеется, в этой книге очень много рассказано о различных сортах риса. Ведь каждый сорт риса требует своего подхода. Так вот, сколько он пьет воды, сколько времени он должен готовиться, насколько он увеличивается, сколько масла в него наливать, чтобы плов получился в меру жирным. Кстати говоря, о масле, о жирах для приготовления плова здесь рассказывается в целой статье большой.
Здесь рассказано о пловах не только с мясом, но, например, и пловах, которые можно приготовить только с грибами, постные пловы. Здесь рассказывается о том, как жарить лук, как жарить морковку, как ее нарезать, эту самую морковку, как меняется рис, что влияет на его рассыпчатость. Книга разделена на 3 главы. Первая глава для начинающих. Начинаешь готовить, вот прямо начиная с первой главы. Не пропускайте рецепты. Каждый рецепт – это как практическое занятие. Прочитал, усвоил, приготовил и получил крепкие, надежные знания. Можно двигаться дальше. Я ручаюсь, что если кто-то в течение, там, не знаю, года, 2, либо даже 3 лет прочитает эту книгу и приготовит по ней все вот эти рецепты поэтапно, этот человек будет готовить плов, не только плов, пловы, намного лучше, чем вы можете попробовать в любом ресторане. Уверяю вас. Все продукты, благодаря тому, что плов стал очень популярным в России, теперь можно купить. И любой рис, любой жир, любой казан, любые необходимые принадлежности, все, что хочешь, есть. Но как раз плов с ревенем. Вот весна, и постоянно все спрашивают, а что сделать с ревенем? Разрос ревень на даче. Я расскажу. Я расскажу о превосходном плове с ревенем, о плове, который готовится не только с мясом, но и, например, с уткой, с курятиной, с рыбой, с чем угодно, с вишней, с айвой, с долмой. Одним словом, весь тот прекрасный мир, который объединяется общим названием плов, в этой книге. Плов – одна из вершин кулинарного творчества Востока. Я от всей души желаю вам успешного покорения этой вершины. Эту книгу, как и любые другие мои книги, можно купить на моем интернет-сайте, в моем интернет-магазине stalik.ru. Все официально, оплачивается официально. Книги отправляются курьерскими службами либо почтой по России, по странам, по большинству стран СНГ и всюду, куда только доходит почта из ближайшего Подмосковья, откуда я шлю вам горячий привет, пожелание крепкого здоровья, хорошего настроения и, конечно же, как всегда, приятного аппетита.